Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами на Марине нарисуем еще один вариант дизайна на ее руках. То есть у нас на одном пальчике киска, которую мы рисовали в прошлом ролике, и на других пальчиках, не на вторых, на третьих, на четвертых, на пятых, на десятых, тем не менее, на остальных пальцах мы сделали ей вензельные элементы. При этом Марина в этом месте долго матюкалась. Давайте с вами посмотрим дальше, я объясню почему. Мы же тем временем подготавливаем ноготочек, и у нас на этой руке один ноготь поломатыш, Марина его где-то снесла, поэтому его нужно будет нарастить. Для того, чтобы нарастить, мы уберем длину на нем максимально, подставим форму и сделаем новое наращивание. Изначально прозрачным гелем выкладываем подложку на нашем ноготочке, делаем сразу же форму и длину, которую нам необходимо, и потом уже вместе со всеми ногтями моделируем с замесом из прозрачного и камуфлирующего геля. В данном случае нам не нужен очень плотный материал, у нас будет сверху полное покрытие, поэтому слишком заморачиваться на том, чтобы материал у нас не просвечивался, нам нет необходимости. Ну и как обычно опиливаем наши ноготки. В данном случае опиливать будем пилкой. А теперь же переходим к дизайну. Как мы помним, нам обязательно нужно было не испортить новогодний маникюр при помощи гель-лака с блесточками. Нанесли гель-лак с блестками и на второй пальчик вырисовываем нюдовое покрытие и какую-то зону делаем тоже из блестюшек.
Ну а теперь начинаем вытворять. Тот гель-лак, которым я делала покрытие, я смешала немножечко с беленькой красочкой и начинаю вырисовывать вензеля. Вот в этом месте Марина на меня ругалась, потому что ей показалось, что вензеля похожи на цветочки. А как мы с вами знаем, уже не раз повторялось, что Марине цветочки даже отдаленно показывать нигде нельзя, они ее раздражают. Так вот, я понятия не имею, где этот человек увидел здесь цветы, но тем не менее мы в этом месте спорили, я ей доказывала, что это все-таки не цветочки. Давайте устроим голосование в комментариях, помогите мне или поддержите Марину и напишите, цветочки это или не цветочки. Видите ли вы здесь хотя бы какой-нибудь один цветочек? Будем с Мариной спорить. Ну, или если большинство людей все-таки увидят цветочек, я тогда скажу: да, Марина, извини, нарисовала тебе цветов, больше не буду. Мы же тем временем стараемся заполнить полностью всю нашу поверхность ноготка вензелями, чтобы осталось как можно меньше дырочек, чтобы остались как можно тоньше зоны между нашими вензелюшками, чтобы все как можно плотнее было заполнено вензельными элементами. Далее в смесь мы добавили еще чуть-чуть больше белого цвета и начинаем прорисовывать краюшки наших вензелюшек. Получается, что вензель у нас поднимается в высоту и становится как будто вырубленный, как будто объемный. Очень интересная техника вот этих вензелей, она мне безумно нравится, и вживую такие вензеля смотрятся просто потрясающе красиво. Если вдруг нам где-то неудобно подлезть кисточкой, мы переворачиваем ручку нашего клиента и делаем с того ракурса, с которого нам удобно. После того, как у нас все хорошенечко просохло, мы берем чисто белый цвет и буквально капельно, буквально точечно высветляем самые-самые кончики наших вензелюшечек.
И для того, чтобы очертить и разделить между собой зоны с вензелями и зону с блесточками, проводим между ними белую линию. Но опять же, вот эта линия может быть где-то спорная, кому-то она может показаться лишней. Если вам кажется, что линия здесь была не нужна, вы ее просто не рисуете, когда будете рисовать подобного рода дизайны. Хотя, конечно же, если у вас есть непереборимое желание написать в комментариях, что линия была лишняя, вы можете это сделать, и я вам буду даже благодарна, потому что это повышает активность под роликом. Поэтому, если вам есть что сказать, обязательно пишите в комментариях. Если даже вам нечего чего сказать, все равно пишите в комментариях. У меня же на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было весело, надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!